Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый, очень многими любимый торт «Пьяная вишня». Делать я его буду в безалкогольной версии. Торт готовится очень просто и быстро, из самых простых и доступных продуктов. Без сливок, без желатина, без сыров дорогостоящих. Торт получается необыкновенно сочным, ароматным, вкусным, буквально тающим во рту. Итак, сначала мы приготовим бисквит. Для бисквита мне понадобится 330 грамм муки, 60 грамм какао-порошка. Какао у меня здесь не алкализованный порошок. И 15 грамм разрыхлителя. Все это я просто перемешиваю и отставлю пока в сторону. 6 яиц среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Повзбиваю все сейчас до состояния такой пены. И добавляю туда сейчас порциями 270 грамм сахара. Взбиваю примерно 3-4 минуты до состояния вот такой вот побелевшей массы. Добавляю также туда 150 грамм растопленного сливочного масла, ни в коем случае не горячего, и 150 миллилитров молока комнатной температуры. Все это я просто перемешиваю, ничего дальше не взбиваю. Всю сухую смесь я просеиваю сейчас в эту жидкую массу. Ничего порциями я здесь не ввожу. Перемешивать буду также миксером. Миксер здесь у меня ручной, 300 ватт мощностью миксера. То есть очень маломощный миксер, даже домашний ваш справится. Форма здесь у меня для выпекания 24 сантиметра в диаметре. Это форма у меня кондитерское кольцо без дна. Я застелила его фольгой и бока просто простелила бумагой для выпечки. Выпекать буду при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Примерно 45-50 минут. Дверцу духовки во время выпекания, конечно же, не открываем. Итак, подготовим вишню. 750 грамм здесь у меня свежемороженой вишни без косточек. Вишня именно должна быть кислая, не черешня. Добавляю туда также 200 грамм сахара и один вот такой вот флакончик ароматизатора рома. Также можно вместо ароматизатора добавить 2 столовые ложки коньяка. Это уже по вашему вкусу. Если вы алкогольную версию хотите делать, все равно алкоголь испаряется при нагревании. Либо же, если совсем без алкоголя, можно добавить 1 чайную ложку корицы на всю эту массу. Доводим сейчас до закипания. Ничего я здесь не кипячу, сахар растворился, вишня закипела. Как только закипела масса, сразу снимаю с огня. Всю жидкость я сливаю. Вишня обтекает у меня вот так на сите. Отставляю пока в сторону, чтобы все это остыло до комнатной температуры. Бисквит испекся. Я его проверяю вот так шпажкой. Она выходит у меня сухая и чистая из бисквита. 100 мл сока вишневого отливаю отдельно для приготовления крема и отставляю пока в сторону. Конечно, взвешиваю на весах. 250 грамм размягченного сливочного масла. Повзбивала пару минут. Добавляю туда 380-390 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. И сразу же добавляю туда 100 мл вишневого сока. Крем не должен быть идеально плотным. Он загустеет слегка, но такой плотности, как для, допустим, украшения, нам здесь не нужно. Потому что потом он застынет, конечно, в холодильнике. Так как вот он и должен быть, он не должен превращаться в камень. Здесь многие допускают ошибку, вот именно в приготовлении торта «Пьяная вишня», что каменный потом крем получается. Он не должен быть таким. А секрет этот именно вот в плохом, так сказать, взбивании самого этого крема. Потому что этот крем можно взбить до очень устойчивого состояния. Но здесь мы этого делать не будем. И он так и останется у нас даже при охлаждении таким достаточно мягким и подвижным. Так и должно быть. Бисквиту я дала пару часов постоять. Вы можете его убрать в холодильник, но я этого не делаю. Я у него срезала дно. Оно у нас и было дном при выпекании. Также я срезала шапочку бисквита, она нам понадобится. И средний корж я сделала примерно 4 сантиметра. И сейчас у среднего коржа я вырезала середину. И бортики у меня остались примерно 1,5 сантиметра шириной. Если вы новичок и сомневаетесь, лучше сделать вот эту окантовку
пошире, пусть даже 2-2,5 сантиметра, потому что она все равно будет пропитываться, и чтобы она идеально держала форму. Теперь я наношу тоненький слой крема на нижний корж. И смотрите, нижний корж я намеренно не пропитываю, иначе это все будет очень влажным и он будет разваливаться. Сейчас аккуратно вот это кольцо бисквитное переношу на нижний корж. И нарезаю вот на такие вот квадратики всю серединку. Можете это все покрошить, но просто мне хочется, чтобы у меня потом в начинке вот эти квадратики все-таки прослеживались. Они будут прослеживаться, просто здесь на камере может быть не так хорошо видно. Все это будет. Квадратики я режу не совсем мелко, минимум 1 сантиметр они должны быть, 1-1,5 сантиметра. Такой предельной точности я здесь не придерживаюсь, все-таки они должны быть какого-то определенного размера. Всю вишню я добавила к крему. Вишня, конечно, должна быть комнатной температуры. И все вот эти вот кубики также из бисквита добавляю сейчас к крему. Одну треть вот этой общей бисквитной массы я ее измельчила в крошку и просто пропитала ее вот этим вот соком оставшимся. И все это я сейчас перемешиваю до однородности. Заметьте, крем уже практически весь у нас связался. Но благодаря тому, что мы его не взбивали до состояния вот такой плотности, чтобы украшать им, уже делать цветы из него, а он остался у нас такой жидковатый, он и в торте потом будет подвижным и очень нежным. То есть он у нас не будет превращаться в камень, и он не будет идти крупинками и отслаиваться. То есть обратите на это внимание, и торт благодаря этому становится очень нежным и мягким. Вот это очень частая ошибка именно в приготовлении торта «Пьяная вишня». Не делайте этой ошибки, то есть не взбивайте этот крем до очень плотного состояния. Сейчас бортики у этого кольца, так сказать, пропитываю также. Делаю аккуратно очень, потому что все это очень нежное и еще подвижное. Делаю такую мини-шапочку вот из этой кремовой всей бисквитной массы. Шапочкой от бисквита покрываю тортик. Ставлю обязательно в кондитерское кольцо, чтобы у меня тортик схватился. Если у вас нет кондитерского кольца, здесь ничего страшного. Выпекать вы можете в обычной форме для выпечки, а стягивать тортик вы можете просто пищевой пленкой. Она прекрасно держит форму, а верху тортика можно оставить открытым. Накалываю всю верхнюю шапочку бисквита шпажкой, сейчас обязательно деревянной. И сейчас остатками сока вишневого очень обильно я пропитываю всю эту шапочку. Бояться здесь этого не нужно, так и должно быть в этом торте. Убираю в холодильник часа на 3-4. Можно убрать и на ночь, для торта это будет еще лучше. 100 грамм растопленного молочного шоколада, можете горький брать, все по вашему вкусу. И добавляю туда также 1 столовую ложку растительного масла без запаха. И сейчас уже на охлажденный торт я выливаю всю шоколадную глазурь. Бисквит здесь очень нежный. Я не советую здесь готовить бисквит на растительном масле. Он будет очень крошащимся. Здесь все-таки нужен бисквит вот такой на сливочном масле тяжелый. Примерно 70-100 грамм грецкого ореха я измельчаю сейчас. Можете это в измельчителе делать, я ножом просто нарублю. И покрываю, пока еще не застыла шоколадная глазурь, вот так вот весь тортик грецким орехом. Очень вкусно, вишня именно с грецкими орехами всегда. Сочетание вот это. То есть это классика. Она всеми любима, всегда актуальна. Очень советую приготовить. И вот показываю, как в безалкогольной версии. Нежнейший получается торт, несмотря на то, что он у меня часа 4 точно провел в холодильнике. Он прекрасно надламывается вилкой, и в то же время он удивительно хорошо держит форму. Его очень хорошо транспортировать, такой тортик.
Этот торт получается без преувеличений, тающим во рту. Количество вишни я убавлять не советую. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.